Всем привет! Радиолюбительскую систему АПРС можно использовать для поиска объектов на местности. И сейчас я вам расскажу, как это можно делать. Я вам рассказывал про АПРС-шлюзы, про сайт, на котором на карте отображаются объекты АПРС. Но все это требует для своей работы доступа в сеть интернет. Однако можно использовать систему АПРС, не имея доступа в интернет вообще. Использовать отдельные автономные АПРС-устройства, обмениваться сообщениями и видеть, где какая радиостанция находится, какое до нее расстояние и в каком она направлении от вас находится. И мало того, если у нас есть какой-то, например, смартфон без доступа в интернет, то при этом все равно можно видеть объекты АПРС на карте. Сейчас у меня здесь два АПРС-устройства. Это программа на смартфоне, запущена АПРС Droid, которой подключена УКВ радиостанция китайского производства, но я думаю, ее будет достаточно для этого эксперимента. И второе АПРС-устройство – это автомобильная радиостанция EZU FTM-100D, она установлена на автомобиле. В этой радиостанции есть встроенный GPS-приемник. В радиостанции этой включена сейчас функция передачи маяка со своими координатами. И, соответственно, я здесь на вот эту радиостанцию и на программу АПРС Droid, о которой я вам уже рассказывал, принимаю сообщение того маяка и вижу расстояние до той радиостанции, которая установлена на автомобиле, и направление на нее. Как вы видите, расстояние всего 0,3 километра. Отошел я от автомобиля, в котором осталась включенная FTM-100D с функцией маяка, на 300 метров. Позывной автомобильной радиостанции RA3TLB-9, именно с таким позывным она и передает маяк в эфир. И вот мы видим здесь расстояние до той радиостанции 0,3 километра и направление. Мало того, можно посмотреть на карте, где расположена, соответственно, та радиостанция, где относительно нее расположен я. Вот это вот расположение. Мы здесь находимся на небольшом полуострове, который называется Печорские пески. И, конечно же, зная направление и расстояние, можно двигаться по этому направлению и найти нужный нам объект. Я сейчас не стал удаляться на большое расстояние, 300 метров достаточно для того, чтобы показать, как все это работает, но расстояние могло бы быть и гораздо больше, это могли быть какие-то километры. Если бы я использовал сейчас не смартфон с подключенной к нему радиостанцией, а просто радиостанцию с функцией АПРС, то, конечно, на карте я бы не мог видеть объекты, но зато не было бы никаких лишних проводов, и радиостанция это просто бы показывала на своем индикаторе направление и расстояние до АПРС объекта. Сейчас я подошел поближе к автомобильной радиостанции. Вот там сзади меня виднеется автомобиль, на котором она установлена, и программа уже показывает расстояние 0,1 километра. Вот такой вот способ отслеживать координаты объектов, расстояние до объектов. При этом напомню, что интернет здесь не был использован вообще никак. Было использовано две радиостанции. Одна установленная на автомобиле со встроенной функцией АПРС, и другая обычная аналоговая радиостанция без всякого АПРС, но подключен к ней смартфон, на котором запущена программа АПРС Droid. При этом мы видели координаты объектов, расстояние до них. Можно использовать эту функцию где-то в походах для того, чтобы видеть, где находится, на каком расстоянии от вас находится группа или отдельный какой-то участник похода, куда-то ушедший. Можно использовать это для поиска. Так что АПРС штука интересная. Не так много вариантов доступных существует, чтобы отслеживать координаты объектов, расстояние до объектов. При этом не использовать ни сотовую связь, ни интернет вообще, а работать совершенно в автономном режиме. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире, используйте разные интересные системы. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Также смотрите мой канал на Яндекс.Дзен. Там сейчас я публикую старые видео со своего YouTube-канала, они тоже интересные. Мало того, Яндекс.Дзен использует другие совсем кодеки, не то что YouTube, и поэтому видео, насыщенные мелкими движущимися элементами, например, травой, листьями деревьев или водой на заднем плане мелькающей, смотрится там гораздо лучше, чем на YouTube. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока!